Мы с вами в прошлый раз рассмотрели э, ключевые вопросы, да, почему эти неприятности происходят, и в том числе обозначили еще две основные причины, по которым мы пройдем сегодня. Кроме того, что мы с вами рассмотрели в прошлый раз, одно направление причин, да, это борьба с Богом и не ценить то, что ты человек, и не принимать требования к человеку. Да? И другое в мире животных рождение для наработки необходимых качеств. Да, то есть одно из наказаний, почему в мир животных, это борьба с Богом. Да, ты считаешь что-то неправильно в этом мире, побегай по лесам, там поумнеешь. Ну, вернее, получишь опыт. Да, получишь опыт. Поэтому сами программы, они звучат достаточно просто. Борьба с Богом, да, это Бога нет, он несправедлив, против духовности, духовной ценности, против веры, ну, там, церковь взрывать или еще что-либо, да, пожалуйста, в леса и шкурку, пожалуйста. Потому, чтобы не ценить, что ты человек, да, по крайней мере, ключевые вопросы, которые мы сегодня с вами будем прорабатывать. Что такое человек? Да? Предназначение, одно из предназначений, да, это развитие. А многие люди не хотят изменяться, да, они защищают свои проблемы. Да, человек, там нужно решать различные задачи, не хочу, да, ну и дальше пошли негативные реакции. Почему человеком быть неудобно? Да, потому что нужно изменяться, а не хочу. И это одна из программ, но иди в мир животных, там изменяться не обязательно. Да. Проснулся, поел, побегал за зайцем или побегал от волка, да. Ну и опять покушал, поспал, да, ну и прочее. Пожалуйста, там развитие не столь обязательно, выживай, раз ты это хочешь. Поэтому одна программа – это по неразвитию, да, это в мир животных. Вторая программа, вот как бы у многих людей, из-за чего негатив? То, что, ну, одно это изменение, в целом жизнь предполагает решение определенного числа задач. Да? То есть в мире животных не нужно договариваться с налоговой, с ЖЭКом, с продавцами. Ну, в принципе, не нужно договариваться. Да, там жизнь попроще. Да? А человеку нужно решать множество различных задач. Там, финансовое обеспечение, карьеру достроить, там, взаимоотношения, да, выстраивать, ремонт в квартире делать. Много вопросов, которые нужно решать. И у многих людей вот по отношению к тому, что нужно преодолевать по жизни, негатив. Не хочу, не должно. Должно само все там, по мановению волшебной палочки происходить. Да? И когда человек накапливает у себя негатив по отношению к жизни, жить именно в образе человека, он имеет шансы для сравнения побегать по лесам в шкурке, да. Вот у человека есть шанс для сравнения побегать, да, чтобы меньше ныть. Если ты не ценишь, что ты человек, ты можешь изменяться, там, развиваться, путешествовать, получать информацию, нарабатывать различные там качества, навыки. Если тебе все это, извините, там не хочется, да, облом, ну тогда у тебя есть шанс попасть в прямо противоположную ситуацию, где все это не обязательно. Да кушай, спи, бегай, убегай, догоняй. Да? Поэтому это то, что касается борьбы с Богом и обесценивания быть человеком с последствиями. Ну и вторая сторона медали для наработки различных качеств. На самом деле достаточно много качеств, по поводу которых человека можно забросить в мир животных для того, чтобы действительно он необходимые свойства наработал. Да, предположим, если человек лентяй, ну, вот как бы современная жизнь в ряде стран, не во всех, конечно, но в ряде стран она позволяет, ну, там кто-то, ну, ехали там из стран бывшего, да, СНГ, там, в Европу, там пособие больше, чем зарплата здесь. И человек говорит, там можно ж не работать, и он превращается в овощ. Да, кто-то вообще просто лентяй, да. А как человека ну, включить на активность, сформировать, да, вот качество, если он в этой жизни приспособился, можно ничего не делать. Можно пить пиво, смотреть телевизор, там есть лапшу.
Да, поэтому в мире животных достаточно много активных и суперактивных существ, которые, если ты не будешь очень быстро двигаться, там, типа землерой какая-то, не помню, 600 ударов в минуту сердца, да, и бегать нужно быстро, раз в минуту, несколько минут кого-то съесть. И нарабатывать будешь активность таким образом, где нельзя стоять на месте. Уныние тоже такой ужасный порог, да, одно из основных препятствий к йоге. Что такое уныние? Запустил человек программу жить в негативе. Все плохо, ничего хорошего нет, радости нет, бу-бу, и негатива во все стороны, и саморазрушение. Да, надеюсь, вы догадаетесь, какое место для него самое подходящее в следующем воплощении. Это вот собачки, домашние животные. У них вот это закладывается. Вот эгрегор, если ты родился собакой, ну там определенные породы, ты не можешь не радоваться, потому что это заложено. Ты должен улыбаться, хвост болтаться. Встретил хозяина, прыгаешь, целуешься, обнимаешься. Ну, как бы, будешь нарабатывать до тех пор, пока не полюбишь радость. Да, ты должен жить в позитиве, ты же человек. Далее там, часть людей это они ж одиночки по жизни, нелюдимые. Подходящая среда суслики. Да, коммуникабельные, дружные. Кто-то на страже стоит, кто-то охотится, кто-то за детьми ухаживает. Да, они сотрудничают. Поэтому, кто не любит взаимодействовать с людьми, да, вот как бы суслики и другие, те животные, у которых есть кооперация. То есть, если немного как бы посмотреть на жизнь вот с этой точки зрения, то получается, как один человек рождается. Ему говорят, что мир справедлив. Это не значит, что все сладко. Есть и хорошее, и плохое. Мир справедлив в том смысле, что он подчинен определенным законам. Да? Ты рожден для чего? Становиться сильнее, умнее, лучше, идти к успеху и счастью. Для этого познавай эти законы и выстраивай позитивное отношение к Богу, высшим силам и к этому миру. И человек пошел, он познает закон, убирает все лишнее, да, ищет огонь в сердце, да, идет к успеху и счастью. Да, он эту программу принял. Другой человек, он вошел в противоположную систему координат. Он туда вошел или нырнул с головой, что мир несправедлив, все плохо, Бог это вообще как бы тиран и деспот. И тебе остается что? Рычать, ныть, проклинать. А если что-то хочешь получить от жизни, ну, нужно действовать как обыкновенное животное. Поэтому, где эти программы есть, их нужно обнаруживать и убирать. Поэтому, если у человека есть знания, то у него нет негатива, нет причин для расстройства и претензий. Почему? Ты понимаешь закон причин и следствий. И ты понимаешь, что тебе нужно делать, чтобы увеличивать там, силу, радость, позитив, достижения. Ты понимаешь, что нужно, чтобы ты и твоя судьба двигались вперед и вверх.